Туговатый для портретного объектива, недостаточный для телевика, абсолютно всецело мануальный и очень тяжелый. Объектив TT Artisan 90 мм 1.25. Для чего придумали этот объектив, кто будет им пользоваться, для каких целей, я сегодня вышел на улицу для того, чтобы с этим разобраться. Компания TT Artisan была основана в 2019 году, а в 2016 году, ну так говорит интернет, была организована компания Seven Artisans. Это такие некие связующие два бренда, и говорят, что в компании Seven Artisan было 7 ремесленников, 7 основателей, и один из ремесленников решил отколоться, что-то там, видимо, не поделили, и организовать свою компанию по разработке оптических схем. А может быть, это все и неправда, может быть, это был какой-то маркетинговый ход, и теперь один из ремесленников откололся, создал новую компанию, и теперь они просто вместе зарабатывают деньги. Как бы там ни было, это их внутренние вопросы, внутренние какие-то организационные моменты, я, правда, не буду копать. Я всего лишь хочу сказать, что и та оптика, и тот бренд делает достаточно неплохие, доступные линзы с интересным фокусным расстоянием, и, что немаловажно, с еще более интересной диафрагмой. Но нужно ли на практике такая огромная диафрагма 1.25? Если визуально посмотреть, то такое ощущение, что в этой линзе ничего нету, кроме стекла и железа. Фокусное расстояние 90 мм достаточно сомнительное, как по мне. Это лично мое мнение, я не люблю фотографировать на такие длиннофокусные объективы, потому что для меня это не портретный объектив, то есть я заканчиваю свои портретные объективы где-то на 50-35, 35-50, а 85-ку я практически не использую, а здесь 90, и мануальный, и 1.25. И попробуйте на таком фокусном расстоянии, наведитесь на резкость. В принципе, при фокус-пикинге и если смотреть в хороший качественный видоискатель, то фокус найти можно. Что там по фокусу, гражданин? Вот, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть? Да. Много огоньков. Но это только статичные кадры, это отсутствие всякой динамики, потому что любое перемещение сразу же ведет к расфокусу. Основная сложность состоит в том, что глубина резко изображаемого пространства, в простонародье гриб, составляет где-то полсантиметра. Мы специально снимаем на ходу, чтобы попробовать, как это все делать в движении, чтобы сделать какую-то кинематографичную картинку. Это сложно, нужно делать много дублей, и в принципе получается. Но картинка на выходе, конечно, получается такая киношная. А спина очень мокрая. Еще второй вариант – это нанимать фокус-пуллера, который будет следить за этим автофокусом. Но опять же, из-за того, что очень маленькая гриб, его здесь тяжело найти. И следить, постоянно крутить туда-сюда тоже сложно. Но тем не менее, это хоть какая-то корректировка. Сейчас мы можем только ходить параллельно друг другу, и все равно мы не можем выдерживать параллельную скорость. Где-то кто-то чуть-чуть ускоряется, замедляется, и вылетаешь из фокуса. Буквально несколько слов про недостатки этого объектива. Во-первых, это вес. Я, в принципе, всегда достаточно был равнодушен к весу любого объектива, любой камеры, но, честно, если взять в руки камеру, которая весит грамм 700, и добавить туда еще объектив, который весит килограмм, получается достаточно-таки увесистая конструкция. Это главный минус, который мне не понравился в этом объективе. Второй, сколько бы я ни старался сделать какие-то интересные фотографии в контровом свете, сделать такую какую-то интересную флюшку, засветку, блик, называйте как хотите, у меня ничего не получалось, потому что из-за того, что открытая диафрагма, эта флюшка, этот блик, он получался огромным, он буквально перекрывал весь кадр, его невозможно было как-то настроить по-другому, и контрастом на постобработке вы потом ничего не исправите. Но из-за того, что объектив весит килограмм, он очень увесистый, его нужно покупать специально под свой байонет. Если вы будете покупать его через переходник, то вряд ли какой-то переходник сможет выдержать вот это вот движение. Также к минусам я бы отнес, наверное, все-таки туговатое кольцо автофокуса.
фокуса, которая не позволяет плавно делать перефокусировку. А если вы снимаете видео и захотите туда вцепить какой-нибудь follow фокус, либо хотя бы механический, это также будет причинять какие-то неудобства. Это исключительно творческий объектив. Вы не сможете на него снимать репортажные какие-то мероприятия. И если тем более вы откроете на 1.25 диафрагму, у вас ваши объекты и предметы так и будут норовить вылететь из фокуса. Это статическая съемка, это творческая съемка, это что-то вечернее, потому что в этом объективе очень красивые бокешки. Как у вас, пацаны, все хорошо, класс? Мы должны на лирические нотки прерваться сейчас. Передавило шею, отвалилось плечо, болит рука, перекачал бицепсы, и все благодаря объективу, который весит 1 килограмм. Шутки в сторону, в принципе, это можно побороть, можно вцепить какую-нибудь разгрузку, ходить и не мучиться, но мне кажется, что даже и разгрузка не поможет. Если взять камеру, которая весит килограмм, и объектив, который весит килограмм, и походите с этими 2 килограммами целый день. Откровенно сказать, объектив, в котором такое огромное количество стекла и железа, он не может в принципе весить мало. Это нормальный конструктив. Гораздо хуже было бы, если бы они пошли по пути наименьшего веса и добавили сюда каких-то пластиковых деталей. Это было бы хуже. Хорошо, что они этого не сделали. Они сделали такой твердый, надежный, крепкий объектив. Ничего нигде не люфтит, не шатается. В целом объектив экстремально художественный, с феерическим боке. Особенно он раскрывает свой потенциал по ночам, когда вы выходите на ночную охоту, и вам не нужно закручивать ваше ISO до отказа для того, чтобы получить хорошую картинку. Нужно набраться терпения, безусловно, потому что поймать фокус, чтобы его поймать... Этот объектив позволяет вам постоянно ходить и выискивать что-то интересное, бликующее на заднем плане, что-то блестящее, какие-то вывески, какие-то неоновые рекламы на заднем плане. Все, что дает какое-то свечение, какие-то такие яркие огоньки, это все может придавать вашим фотографиям, вашему видео просто фантастического какого-то качества. Да, он не супер резкий, да, у него есть достаточно высокие аберрации в контровом свете, это в принципе логично. В принципе, любые оптические схемы с такой диафрагмой, они не идеальны. Нужно набраться терпения, безусловно. Можно пользоваться фокус-пикингом, можно заглядывать в качественный наглазник, если у вас такой имеется. Если смотреть просто в какую-то оптическую схему, ну я имею в виду через пентапризму, то, наверное, там будет тяжеловато все-таки поймать автофокус, нужны какие-то электронные помощники. Здесь электронные помощники есть, если смотреть в видоискатель фокус можно поймать, и вот эти все ассистенты, типа как картинка в картинке, увеличение на весь экран, это тоже помогает найти фокус, которого здесь очень мало. Но вы должны понимать, что это все время, это не репортажный объектив абсолютно, это исключительно творческий, ну в большей степени, наверное, все-таки портретный, хотя 90 миллиметров для меня это реально дофига. Это еще не до ногт, но тем не менее он очень светосильный, и вам это понравится 100%. Если вы попадете в фокус, если вы найдете какие-то интересные рисунки на заднем плане, то будет потрясающее боке. Я бы рекомендовал выбирать фон с какими-то маленькими огоньками, с диодами, вот как сейчас на заднем плане. Потому что если брать что-то крупное, какие-то рекламные борды, щиты, оно просто размывает его в кашу и нет никакого смысла. Из моих рекомендаций, чтобы я рекомендовал, не подходить слишком близко. Если вы подойдете, а кстати, этот объектив, на удивление, снимает с достаточно короткого расстояния, метр, что очень неплохо для такого длиннофокусного. Но я бы не рекомендовал снимать вам на таких близких расстояниях. Вот сейчас я нахожусь от камеры где-то на расстоянии 3 метров. Вот это интересное расстояние, чтобы дать больше художественности вашему фону. Если вы подойдете на расстоянии метра, 2, 1,5, у вас будет в кашу размытый задний план, и абсолютно не будет никакого смысла, никакой художественности в этом не будет.
Если вы находитесь от модели на расстоянии 3-4, может быть даже 5 метров, вот там будет интересная и необычайно фантастическая картинка. Это 100%. Но давайте на секундочку задумаемся, какая сейчас тенденция, что мы делаем с фотографиями после того, как мы получили картинку на матрицу. Мы ее перегоняем в Photoshop, либо какой-нибудь любой там в мобильное приложение и начинаем накидывать туда каких-то пресетов, фильтров, даже накидываем туда боке на заднем плане, какое-то свечение, что-то на передний план накидываем. То есть мы стараемся делать, сейчас этот уровень уже достаточно высоко поднялся, и каждый пользователь, даже бытового плана, старается придавать какой-то художественности своим фотографиям. И здесь ничего не нужно придумывать, здесь все в одном флаконе. Вы покупаете себе объектив, и он уже априори изначально из коробки художественный до безобразия. Открываете на 1.25 и вперед заниматься творчеством. Чем, собственно, мы и занимаемся. Напишите в комментариях, возможно, нужно сделать какие-то поправки. Давно не слышал от вас, кстати, обратной связи. И напишите, что бы еще вы хотели интересненькое протестировать. Мы еще соберем тут народу очень много не раз. А пока что видит мой глаз одного человека, и это вас. Фотоаппарат у вас очень красивый. Наверное, не такой, как мое лицо. Наверное, микрофон закрывает его. Наверное, всем, кто посмотрит, все равно будет все равно. Они будут слушать, что он там играет. Воу, моя гитара расстроена, и много слюны. Надо заканчивать уже эти понты. Надо заканчивать, люди не стоят все равно. Ну идите сюда, ведь тут как в кино, тут как в сериалах, тут невероятно. Нет, не хотят, думают, банально, невнятно, читают непонятно, там лучше все. Короче, это, наверное, конец, бля.